Привет, сообщество! Сегодня у нас с вами второй тест стали Магнакат. Сегодня мы разберем как результаты теста, так и сделаем промежуточный итог по стали Магнакат. Заодно я постараюсь дать обратную связь на ваши комментарии под прошлым роликом. Сталь Магнакат — это современная порошковая нержавеющая сталь производства компании Crucible, Соединенные Штаты Америки. Основная фишка стали Магнакат — сбалансированный состав. А именно, согласно заявлениям производителя, значительно более низкое количество карбидов хрома по сравнению с типичной порошковой нержавеющей сталью вкупе с азотом и ниобием. Хром в составе присутствует, и наличие вполне себе товарное, но именно карбидов хрома мало. Опять же, согласно утверждению изготовителя, Магнакат обладает производительностью на уровне стали CPM S45VN. При этом прочность сопоставима или даже превосходит CPM4V. И все это на фоне очень высокой коррозийной стойкости. Сегодня мы с вами подводим промежуточные итоги. Картина работы премиального топового сегмента более-менее получена, и давайте сразу зайдем с выводов и обсуждения теста. На тесте был складной нож Ultratech Swarn 4 со сталью Магнакат на твердости в 64 единицы по шкале Роквелла. К слову, на экране вы видите разное исполнение модели Swarn, но среди них нет ни одного со сталью Магнакат. Мы к этому позже вернемся. Результаты теста перед вами, а выводы следующие. Во-первых, сталь Магнакат — это не суперсталь в привычном понимании термина суперсталь. Магнакат не обладает сверхпроизводительностью. Магнакат нельзя сопоставлять по производительности с такими сталями, как М390, 20CV, S90V и уж тем более топовыми решениями. Магнакат — это именно балансный игрок. Во-вторых, да, 20CV Магнакат не заменит, равно как не заменит и М390 или 204P. Но в данный момент достаточно сложно представить сценарий, при котором в верхнем сегменте ножей при качественном ТО имеет смысл работать с 30-кой или 35-кой. При таких исходных Магнакат безальтернативен. Когда мы говорим про 45-ку того же Crucible, вот тут все-таки чистая производительность Магнакат будет ниже, а вот совокупность покроет и 45-ку в том числе. В-третьих, с точки зрения верхнего сегмента качественной термообработки у Магнакат очень широкая область применения. По сути, это все виды ножей с запросом на хорошую механику и нержавучесть на фоне нормальной производительности. Здесь вся кухонная тема, в особенности кухня на стыке европейской и японской идей. Здесь также весь набор ножей с фиксированным клинком с упором на аутдор, туризм и подобное. В-четвертых, и вот тут мы с вами уходим от протестированных моментов и переходим к потенциальным, а следовательно, исходы возможно разные. Поймите правильно, на тему М390 и аналогов можно говорить уверенно. Как-никак было 37 тестов только по новой методике. А по Магнакат только 2 публичных теста, и оба в премиальном сегменте. Как себя покажет серийка, еще вопрос. Так вот, в-четвертых, потенциально Магнакат снесет VG10. Но именно что потенциально. В реальности такое развитие событий пока, я подчеркиваю, пока кажется сомнительным. Почему? А здесь у нас вилка. С одной стороны, если у нас ТО высокого качества, японская VG10 убьет Магнакат ценой. Ну а если начнется сопоставление цены, она же, то есть японская VG10, убьет американскую сталь производительностью. Тем не менее, есть не нулевой шанс для Магнакат все-таки подвинуть VG10. Не стоит забывать, VG10 — это фактически прочитанная книга, причем прочитанная вдоль и поперек. А вот путешествие новичка только начинается. В-пятых, Магнакат не перегружен в плане состава и в теории будет меньше страдать от снижения целевой твердости. Меньше относительно суперсталей. То есть теоретически на серийных ножах не должно быть катастрофического падения производительности. Но то в теории. Говоря образно, сегодня мы с вами, что называется, не помыли девушку в бане. Свидание, да, прошло успешно, но до конца, как оно там реально выглядит, мы пока не знаем. Мы можем только предполагать, можем надеяться. Вот как помоем нормально, вот тогда картина будет яснее. И по сути, именно этот вопрос в итоге определит, что такое Магнакат. Хайповое и прикольное, но обычное, или реально новое, стандартное, но лучше. В прошлый раз мы с вами тестировали кухонный нож Be-Knife со сталью Магнакат. Результаты обоих ножей сопоставимы, в равной степени похожа и термообработка стали. В обоих случаях крио и 64 единицы твердости. Be-Knife тоньше сведен, и, естественно, геометрия клинка отличается. Но все-таки главное отличие в рукояти.
Сегодняшний тест, помимо прочего, это отличная иллюстрация, как работает развитая рукоять и какие дивиденды пользователю такая рукоять дает в силовой работе. Нет, я не призываю делать кухонные овощные ножи именно такими. Но любителям простых форм у производительных фиксов вот это стоит взять на заметку. В рукояти желателен некоторый уклон в рампу, в идеале в обеих плоскостях. Такое строение дает существенный плюс к удержанию и по итогу более комфортную силовую работу. Рукоять на сварне выжила сталь злее, и потому как проходило затупление, видно, что магнокат на дистанции от S90V и подобных сталей. Кривая затупления сильно более крутая, скорость затупления высокая. Завершая протесты конкретно про сварн, специально уточнил у ребят. Ультратек не планирует выпускать ножи со сталью магнокат. Буквально цитирую Валентина. Магнокат интересная сталь, но уровень производительности нас не до конца устраивает. Возможно, в будущем мы обратимся к магнокату на специфических проектах. Возможно, но не сейчас. Конец цитаты. Давайте я проиллюстрирую слова Ультратек наглядно. Вот так выглядят результаты магнокат на общем фоне, и в целом по таблице видно, что результат очень неплохой. Однако, если оставить результаты только протестированных сварнов, то картина будет иной. У вас может возникнуть ощущение, что я негативно отношусь к стали магнокат. В реальности ровно наоборот. Мне очень нравится и само развитие стальной части ножевой индустрии, и непосредственно сталь магнокат. Скажу больше. В данном случае мы имеем дело с очень важным этапом в развитии. Конечно, в таком суждении, в таком моем суждении, немалый кредит доверия. Но все-таки. Давайте я приведу пример из немного другой оперы. Несколько лет назад Mercedes на своих болидах представил систему DAS. Грубо говоря, эта система позволяет выбирать конфигурацию колес болида на ходу, в зависимости от того, что нужно именно сейчас, поворачивать, или ехать по прямой. Система изящная, красивая и очень полезная для болида Формулы-1. То есть для нас с вами практической ценности эта система не несет вообще. Максимум что-то из разряда «может быть» и «когда-нибудь». Магнокат и ее влияние — это реальный мир, и вот это особенно ценно. Вместе с тем, магнокат сопровождает просто безумный хайп и, как следствие, масса заблуждений и неточностей. Следующую часть обзора я бы хотел посвятить вашим комментариям к прошлому тесту. Не столько разобрать по отдельности, а именно вытащить наиболее важные моменты. Во-первых, есть мнение, что магнокат мало страдает от снижения твердости. Иначе говоря, оптимальная твердость магнокат в районе 61-62 единиц по Роквеллу. Повышение твердости до 64 единиц и выше дает от силы 10% роста производительности и не имеет особого смысла. На мой взгляд, такая точка зрения ошибочна. Действительно, магнокат ввиду состава будет относительно меньше страдать от снижения качества термообработки. Относительно суперсталей. Но в любом случае падение производительности будет значительным. Пока за годы и годы тестов это правило не нарушала ни одна сталь. Нужно четко понимать, взаимосвязь между качеством термообработки и стоимостью производства прямая. Более того, именно качество термообработки будет определять возможности производства, и наоборот. И казалось бы, мало страдать и относительно меньше страдать — похожие фразы, но очень сильно разные по факту. Во-вторых, нержавучесть магнокат действительно находится на хорошем уровне. Мы еще вернемся к теме коррозии предметно в будущих материалах. Но уже сейчас понятно, что с ржавчиной сталь борется неплохо. Другое дело, что нержавучесть магнокат вовсе не уникальный перк. Помимо сталей группы Vanax есть такие металлы, как Сэндвик, Кранидур, серия N680 и так далее. В идеале нержавучесть магнокат нужно проверять именно в такой группе. В-третьих, магнокат — единственная сталь, разработанная непосредственно для ножей. И подобное утверждение курсирует повсеместно. Для начала, если немного подушнить, есть разница между конфигурированием в рамках известных допусков и непосредственно разработкой. По букве закона магнокат — это именно конфигурация в пределах отработанных крусиблом решений. Помимо прочего, такие стали, как CPM S35VN, VG10, VG-Max, Nitro-V, 1428N и, разумеется, G2, все они в разное время несли на себе флер специально разработанных. Другое дело, что разгонялись эти истории сильно спокойнее. И вообще для меня вот этот пункт единственную и специальную, вот этот пункт для меня самый поджигающий. В чем суть? По факту, Ларин Томас попал в яблочко сразу по двум направлениям.
Это и необий, и хром. Сложно сказать точно, что именно сработало, но очевидно, что Ларин неплохо изучил опыты 110 и 35. И, возможно, именно хром, возможно, необий, возможно, азота, возможно, сработало все сразу. И вот такое тонкое, аккуратное, буквально филигранное конфигурирование материала в прессе фактически опустили до примитивного выражения «единственной сталью, разработанной для ножей». А это прямая ложь. В данном случае качественная работа Ларина обесценивается, а сталь приобретает довольно вульгарный налет. И давайте здесь выделим красным. Ларин, возможно, дал нам новый, точнее, хорошо забыто старый, но тем не менее правильно поднятый подход к конфигурированию стали. И это без шуток огромная заслуга. В-четвертых, магнокат, очевидно, дешевле суперстали в среднем. По крайней мере, так будет, когда сойдет хайп и когда серийный рынок удовлетворит спрос, хотя бы как-то. Но будет ли магнокат действительно недорогой сталью, это очень большой вопрос. Да, на серийном рынке у крупных игроков мы, скорее всего, увидим относительно недорогие ножи со сталью магнокат. Но ждать в этом сегменте прям качества, это безудержный оптимизм. Другое дело, а какой будет ценник для малого производителя? И вот тут есть вопросы. Повторюсь, если вам кажется, что сталь мне не по душе, вам кажется неверно. Магнокат, разумеется, уступит S90V или 20CV в производительности, тут нет сомнений. Однако производительность, чистая производительность, это только один из критериев, ибо при прочих равных магнокат превзойдет и 90-ю, и 20CV в нержавучести и в механике. Более того, и вот этот момент покрутите в голове подольше. У любого ножа, у любой стали, помимо чистой производительности, есть еще и сценарная производительность. Если хотите, типовая. Вот что я имею в виду. Сценарий типа «заточил, пользуешься, затупил, снова заточил» — вот такой сценарий в реальности далеко не самый распространенный. Куда как более жизненный сценарий звучит так. Заточил, пользуешься, затупил, мусат туда-сюда, пользуешься, мусат туда-сюда и далее по кругу. Режем, тупим, мусат. Вы видели остроту этой нержавейки? Вот кто выйдет из-под мусата интереснее, суперсталь или магнокат? То-то и оно. Выводы я делать не буду. По сути, весь этот ролик — выводы. В завершение я бы хотел немного заглянуть вперед. Возможно, прогноз, возможно, пожелание. Вся вот эта нездоровая суета вокруг магнокат стали не только помогла, но и навредила. И то очевидно. Надеюсь, мы с вами плюс-минус разобрались и будем разбираться дальше. Мне кажется, пройдут годы, и мы с вами не заметим, как Бёллер, Карпентер, возможно, Равалм или Доренберг, все они выпустят свои варианты магнокат в том или ином виде. Не забываем, связка азот, необий, хром в таком сочетании в самом начале ножевого пути. Пройдет еще немного времени, и обыватель получит на дефолтном ноже нержавейку, на самом деле нержавейку, с приличной производительностью и великолепной механикой. И все это за приятно скромный прайс. И мало кто заметит, что еще 10 лет назад подобные качества ножа были огромной редкостью даже на ультрадорогом кастомном рынке. Именно такую работу провел Ларин Томас. А на сегодня все. Спасибо вам, друзья, за просмотр. До новых встреч и пока.